Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией на украинском фронте. Зачитаю сводку новостей, покажу на карте, где происходят сегодня основные бои. Ну вот, российские войска попали в мешок на левом берегу в Херсонской области. Какие территории ВСУ освободят в ближайшее время? Сейчас тут статья, подробнее зачитаю, что здесь авторы пишут, и потом покажу на карте. Во-первых, после потери правого берега остатки войск РФ, бежавшие из Херсона, истрепанные и измученные, почти без техники, оказались еще в более страшном для них мешке на левом берегу. Во-вторых, левый берег Херсонщины до Перековского перешейка до Армянска находится под огневым контролем украинской артиллерии. Хаймерс, ракетных установок, гаубиц и других видов вооружений. Я вам говорил, сейчас здесь армии РФ очень невыгодное положение. Понимаете, здесь где-то километров 40-50. Им надо отступать отсюда, куда-то уходить вглубь территории Мелитополя, чтобы артиллерия их не доставала. А теперь вот здесь вся эта группировка оказалась прямо в мешке под огневыми обстрелами всеми видами вооружений. Правильно авторы пишут, я согласен. Также автор отметил, что российские военные не могут спрятаться на левом берегу, так как там Херсонская пустыня, и прятаться просто негде. Я вам говорил, там негде спрятаться. Их легко выбьют, уничтожат, просто сотрут под ноль. Правильно добавил эксперт. Этот эксперт отметил, что российские оккупанты уже отошли от берега-то 15 километров. Все правильно. Где-то они отошли 15-20 километров, потому что здесь находиться вообще нельзя. Рядом с берегом все виды артиллерии, их там, говорю, в пыль уничтожат. Они, генералы, поняли российские, что все, там нет смысла находиться. И это только начало. Защитить левый берег они не в состоянии, в том числе территории от Кинбурной косы до Голой пристани из Кадовска, где как раз идет дорога от Херсона на Крымский полуостров. Я говорю, вот эта Кинбурная коса, вот это, здесь в мешке вообще, я вчера показывал ролик, там у них была база, ее просто разгромили тоже, выбили всю полностью. И теперь они уходят, отсюда должны уходить срочно, куда-то вглубь территории, хотя бы в Скадовск, вот этот вот, Новотроицк, хотя бы туда строить новые линии рубежи, потому что здесь их по-любому уничтожат. Недели-две, их всех расстреляют. И вот такая информация, да. Ну и там потом еще про Бахмут, Угледар, дальше я вам расскажу немного. Так, украинские военные не будут пытаться освобождать Мелитополь, так как на данном этапе тяжело сделать. Но, конечно, Мелитополь никто не собирается освобождать. Тут самое главное, Херсонский вот этот район весь, Новая Каховка, Каховка. Вот здесь идут бои, вот на той стороне Береслава. Тут Каховки, да, как раз, я говорю. Вот в Алешках тут надо, вот это было еще плацдарм занять, а потом можно наступать вперед. Пока, говорю, до Мелитополя еще далеко. Так, и вот что нужно для победы ВСУ. Назвали потребности ЗСУ вооружения, где-то от 150-200 танков, для наступления надо. 100 орудий и 50-70 РСЗО, вот последняя информация. Так, сейчас вот заявили, глава офиса президента Украины заявил, Подоляк сказал, что надо будет Украине еще от 150-200 танков, 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо. Также он упомянул американские ракеты «Атамакс», в общем, так пишется, «Атакмс», с дальностью действия 300 километров. По мнению Подоляка, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожать крупные военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий. Украине даже не нужно было атаковать военные цели внутри России. Все правильно, надо ракеты, где-то 300 километров, если были, они все склады уничтожили. Хотя здесь где-то километров, может, 100, им хватает этих дальнобойные Хаммерсы, ну Хаммерсов не хватает. Ну, в общем, если 300 километров, то все бы, и Мелитополь, Бердянск, и все здесь, и все эти центра, где они скапливают вооружение, были уничтожены. Украине нет сейчас таких вооружений, и Подоляк, видите, просит.
Так, и вот ВСУ разгромили оккупантов в Павловке, новые карты боевых действий. В общем, Павловка это многострадальный Угледар, вот Павловка. И здесь постоянно шли бои, идут бои, вернее. То вчера информация была, Павловку захватили армия РФ, то сегодня, видите, ВСУ из рук в руки переходит эта Павловка, и здесь Угледар рядом есть. Вот последняя информация. Так. ВСУ разгромили, пишут, оккупантов Павловки. Российские военные выбивают их из северной части населенного пункта. В Донецкой области около Угледара украинские военные продолжают держать оборону Павловки. В общем, за эту Павловку идет сражение. Там уже россияне положили где-то около 500 спецназовцев, но украинцев там немерено тоже положено. И понимаете, вот почему-то вокруг Павловки такие бои там. В общем, котел устроили, как сказать. И российским оккупантам не удалось закрепиться в северной части населенного пункта. Так, вот такая, по данным ресурса, на Авдеевском отрезке фронта неизвестная ситуация. То есть в Павловке продолжаются уличные бои, захватчики пытаются вести штурм в северной части города. А на Бахмутском отрезке российские оккупанты пробуют активизировать резервы для штурма южных и восточных окраин города. Это тоже многострадальный Бахмут, я не знаю. Там в день где-то гибнут, сейчас последняя информация, до 400 человек. В общем, с одной стороны, с другой стороны. Думаю, под Бахмутом это уже точно половина будет, потому что здесь уже все усеяно трупами. Говорю, это специально, наверное, сделали, не знаю, или чтобы там котел такой. Именно почему-то этот Бахмут всем он сдался. Есть много других направлений, могли наступать тут, вот, или россияне, не знаю, Сватово, а именно в этот Бахмут почему-то вот они все уперлись, и здесь все гибнут, и не знаю. У меня такое мнение, что эта война уже договорняк, ребята. Я чем дальше смотрю эти репортажи, тем дальше наблюдаю за ситуацией, как будто просто людей уничтожают с той и другой стороны. И те посылают на убийство, в общем, на утилизацию, и те. В общем, и здесь устроили котел, где по договоренности, не знаю, Путина или с Зеленским, или с Байденом, в общем, у них там какой-то договорняк, что они решили утилизировать. Говорит, половина страны России, половина Украины, в общем. Больше ничего не имею понятия, почему так происходит. Зачем уничтожать именно здесь своих людей, вот этим Бахмутом. Уже тут месяца 3 идет мясорубка, и там не знаю, сколько уже положено людей с двух сторон. Это я уже даже не, я вроде не дурной, уже служил в армии, понимаю, что специально устроили котлы для уничтожения людей. Больше у меня нету, вот, все синим-красным горят линия, просто уничтожает людей, просто, вот, все, туда-сюда, с рук в руки переходят эти городки, туда-сюда, одни заняли, другие отступили, те заняли, эти отступили, все, говорю, вот, кровавые котлы по уничтожению славянского населения. В общем, я сделал вывод для себя. В Украине ликвидировали начальника связи российских десантников Никулина, вот, воевал. Симпатичный мужчина был, старший офицер, был участником войны в Сирии и Чечне. Он занимал пост начальника связи и заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Так, гибель оккупанта подтвердили в воздушно-десантных войсках России. Сообщается, что Никулин пал смертью храбрых. Так называемая спецоперация. Он принимал участие с первых дней ее проведения. Указом президента РФ Путина подполковник, награжден орденом мужества. Представляете, он звание подполковника. А что говорит о простых мобиках, которых там бросили на убой? Сначала здесь уничтожали, в Херсоне немерено. Потом бросили здесь всех этих мобиков. Особенно здесь много гибнет, Кременная, Рубежная, вот здесь. А здесь эти чеченцы стоят, эти кадыровцы и загранотряды, и гонят зэков. Зэков 20 тысяч нагнали, там всех их положат. Уже сообщили, что с российских тюрем набрали больше 20 тысяч. Всего сидели где-то 340 тысяч, уже минус 20 тысяч, уже данные, последняя информация. И вот здесь тоже Угледар, вот здесь вот это вот. Павловка, вот здесь идет тоже котлы, видите, синим красным горят. И вот уже, представляете, если уже такие подполковники начинают гибнуть, начальник штаба, представляете, десантно-штурмовой дивизии, что говорить уже о этих бедных солдатиках. Так, он, да, был участником в Сирии и Чечне, и наградили орденом мужества. Смотрите, какой мужик был с такими вот медалями, орденами и погиб. Представляете, как
жене, как родственникам, послали на смерть. Ну, не знаю, вот ни за что человек погиб, умер, все. А может, и кому-то это кажется героизм, а для меня это не героизм, а просто утилизация вот таких прекрасных людей на территории Украины, где создали этот котел, или как называют, правильно создали котлы, вернее, или, ну, в общем, по уничтожению населения славянского народа, в общем, уничтожая с обеих сторон. Ну вот потери уменьшились личного состава РФ, плюс 330, были по 400, по 500, по 700, по 800, уже стали меньше, гибнут 84 200. Танков плюс 1, 2886, БТР БМП тоже плюс 2. Мало стало и танков, БТРов. Уже, видно, надо технику будет пополнять, армии РФ. Потому что уже все, осталось ничего, нечем воевать уже. Все на нулях стоит, видите, и самолеты, вертолеты. Вот как раз последняя сводка, 330 человек. Я говорю, все гибнут там под Бахмутом, в основном около Павловки. Ну и вот еще многие стараются дезертировать, как бы эти российские солдаты. 2 роты армии РФ скрылись с фронта после убийства их командира. Я верю, да, командиры неадекватные, посылают их на смерть, а там есть не дураки с автоматами эти мобики, и просто расстреливают и уходят, и все, целыми группами. Российские войска расколоты из-за плохого руководства. Хотя оккупационные войска РФ получили единого командующего в лице генерала Суровикина, они все еще остаются расколотыми из-за плохого руководства младшего и среднего уровня и культуры прикрытия. Так за последние месяцы 2 роты оккупантов сбежали с фронта после убийства их командиров. Так, в общем, это все, понимаете, не фигурируется в российских СМИ. Я верю, что и там стреляют друг друга, и беспредел, и там недавно ролик я вам показал, как там много отказников, которые не хотят идти умирать туда конкретно. Они говорят, мы не пойдем вот в бой, потому что нас уничтожат как пушечное мясо. И потом начинаются разборки между командирами и мобиками. И начинает там стрельба. В общем, а те стараются убежать, особенно в дневное время. У них шанс только в дневное время скрыться с этих позиций. Понимаете? Ночью там уже заградотряды, кто отступает, сразу расстреливает практически. А днем как бы война, стреляет, что-то непонятно, они пытаются днем убежать. Ну, как сказать, опять в Россию туда вернуться всеми способами. Вот Сватово старается убежать туда, на территорию России, потому что ночью заградотряды их не пропускают. Только человек ночью видит любого там, кто появляется ночью в темноте, их просто расстреливают. Не спят, тоже следят, чтобы в основном понимают, что по ночам они сбегают с фронта в темноте, а это не проходит. Другие умные поняли, стараются просто группами в светлое время перебежать на сторону Украины, ой, России, извиняюсь, чтобы спасти свои жизни. В общем, вот такая ситуация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.